Друзья, всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале Кристи Гурме. И сегодня мы приготовим с вами домашний клубнично-малиновый торт. Так как сейчас сезон клубники и малины, и хочется как-то порадовать своих близких, самое время приготовить этот торт. Он очень простой, его можно испечь так же, как и на любой другой праздник, или же в любой другой день. Давайте с вами приступим. Это не так-то сложно, но самое главное вкусно. Полное количество ингредиентов будет указано внизу под роликом. Начнем с того, что нам нужно разбить 4 яйца и разделить их на желтки и белки. Мы будем с вами делать классический бисквитный торт с ягодами и со сливочным кремом. К белкам добавляем ванильный сахар и также добавляем обычный сахар, но его нужно будет разделить на 2 части. Как только все добавили, нужно взять это и все взбить миксером до пышной массы. Не забываем добавить остатки сахара и взбивать до густой пены. Далее берем желтки и добавляем к ним сахар. И также начинаем взбивать миксером. Буду взбивать примерно 5-7 минут, чтобы желтки также взбились в пену. К муке добавляю разрыхлитель и тщательно перемешиваю. И начинаем к белкам добавлять желтки. Вот такой вот консистенции у нас они получились. И нужно теперь все это тщательно перемешать. Как только мы все это перемешали, нужно взять муку и добавлять ее через сито, также по частям. И нужно вмешивать муку так же, как показано в этом ролике. Аккуратно, снизу вверх мы поднимаем муку и все тщательно вот так вот перемешиваем. Часть перемешали, добавили снова муки. Не бойтесь мешать ее тщательно, но главное не быстро. Медленно и аккуратно. Вот такое тесто у нас получилось. Следите за тем, чтобы не осталось комочков с мукой. Берем форму и это тесто перекладываем в нее. Вот так вот распределяем. Далее сверху нужно распределить лопаткой, чтобы бисквит получился ровным. Выпекать я буду его при 160 градусах 40-45 минут. Далее нам нужно взять клубнику и порезать ее на маленькие кусочки. Взять кастрюлю и в кастрюлю добавить клубнику и малину и поставить на средний огонь. Нужно добавить сахар и измельчить до состояния пюре. Как только вы увидите, что ягоды начинают кипеть, нужно будет снять их с огня. Откладываем в сторону, нужно, чтобы ягоды наши остыли. Приступим к крему. Нам нужно взять сливки от 30% жирности. Добавляем творожный сыр, сахарную пудру и начинаем все это миксером перемешивать. Как только помешали пару минут, нужно добавить ванильный экстракт. Как только я добавила ванильный экстракт, я начинаю перемешивать снова, но уже не останавливаюсь. И взбиваю крем до тех пор, пока он не станет вот таким, как показано в этом ролике. Ну а далее мы приступаем к сборке. Берем бисквит и делим его на 3 части, но можно его также поделить на 2. Я использую нож. Бисквит получился очень нежный, очень пышный и он рассыпчатый, то есть он очень хорошо пропитается и никак он не будет сухим. Дополнительно смачивать бисквит нам не потребуется, будут только ягоды и крем.
Начинаем сборку, берем одну часть бисквита, добавляем ягоды, вот буквально, наверное, ложек 5-6 чайных. И начинаем ягоды распределять по всему бисквиту. Как только все это распределили, берем крем и снова его распределяем. Крем нужно примерно поделить на 3 части, но главное, чтобы у нас еще осталось немного крема, чтобы мы смогли его промазать сбоку. Я кладу вторую часть бисквита и делаю все то же самое. Ягоды и крем, ягоды и крем. На сборку торта у меня ушло буквально 10 минут. Далее, как только мы его собрали, нужно будет взять пленку и обмотать его со всех сторон и убрать в холодильник. Как только он постоит, пропитается, на это потребуется примерно 2-3 часа, как минимум. Ну, можно желательно, конечно, и больше. Дальше мы начинаем его украшать ягодами, клубникой и малиной, но вы можете добавить еще каких-нибудь ягод для разнообразия. И этот торт очень понравился, потому что, как ни странно, несмотря на то, что здесь были использованы сливки, он мне не показался жирным и супер сахарным. В своих десертах я использую всегда минимальное количество сахара. А я вам желаю приятного аппетита и спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всего доброго и до новых выпусков!